Канал Табу Искатели Паранормального представляет. На этот раз мы отправились в достаточно известную усадьбу архитектора Хренова в Заключе, более известную как замок в Заключе. Там побывали многие видеоблогеры нашей страны, и каждый из них искал там мистику. Пересматривая их видосы, мы поняли, что мы обязаны туда поехать, так как там творилась какая-то чертовщина. Да, и наши зрители часто просили нас туда поехать. История замка очень печальная. В конце 19 века знаменитый архитектор Александр Сергеевич Хренов покинул Санкт-Петербург и уехал в глушь леса в Тверскую область, где построил усадьбу. Это его заставило сделать питерская суета. В 1904 году Хренов построил там конюшни, где решил разводить породистых рысистых скакунов. Но из-за революции 17 года архитектору пришлось оставить свои владения, и он уезжает на Дальний Восток, а потом и вовсе за границу, навсегда оставив усадьбу. Так он и провел все оставшиеся годы за границей с тоской по отчему дому. Последние годы жизни он провел во Франции, где и закончился его век. Замок забрали в пользу государства, где вскоре открыли туберкулезный диспансер, который видел в своих стенах много печали и горя. Архитектор проклял эти стены и сказал, что счастья тут без него не дождется никто. Местные из Заключа рассказывают множество историй о том, как люди, отправляясь в лес, например, по грибы или ягоды, натыкались на заброшенный дом, а придя обратно, были дико напуганы. Внятно объяснить, что же их напугало, они не могли, а некоторые и вовсе не вернулись. Даже поговаривают, что призрак Александра Сергеевича до сих пор бродит в этих стенах и пугает своих гостей. Вот за этой тайной мы туда и отправились, навсегда поставив точку в этой легенде. Всем привет, друзья! С вами канал Табу, Искатели Паранормального. И мы сегодня приехали в достаточно известное всем место, замок в Заключе. Вы очень давно нас просили сюда приехать. Мы прислушались к вам. Мы проделали путь в 1000 километров, и мы сейчас здесь. Ребят, мы сегодня проверим множество легенд. Много чего нам писали в комментариях, в личку, что тут происходит. И нас просто умоляли сюда приехать, потому что нам обещали, что здесь что-то вообще невероятное. Это усадьба Хренова. Место довольно-таки такое очень красивое, интересное. У нас в Курске такого нет. Еще что хочется сказать. Здесь зима. Здесь реально зима. Здесь прям очень глубокий снег и холодно, прям мороз, мы замерзли. Замок находится посреди леса. Говорят, что этот замок проклят. И то, что хозяин этого замка наложил проклятие на этот дом. Когда пришли большевики, да? Да, по-моему, да. И все те, кто здесь был, сталкивались с чем-то необъяснимым. И испытывали, кстати, дикий страх. Здесь был тубдиспансер, вроде лагерь. И по слухам, как говорили, кто здесь вообще жил, ночевал, говорили, что здесь просто дикий страх испытываешь. Ну, тут много кто был, тут было много видеоблогеров. И сегодня настал наш черед, ребят, все-таки проверить это место и узнать всю правду. Начинаем, ребят, а то холодно что-то стоять. Так, друзья, мы врываемся к Нате, как завещал нам великий Владимир Маяковский. Андрей берет удар на себя и идет первым. Я остаюсь здесь, пусть идет один, пока Андрей. Так. Это, к сожалению, единственный вход через веранду. Нам, Серег, люди пишут, что нужно быть максимально тихим, чтобы не спугнуть призрака. Но мы, ребят, не верим в то, что призраки могут что-то ломать, крушить и кидать. Так, это единственный вход в окно. Так, Андрюх, забегай. Фоточки, наверное, надо будет делать. И не забывать про электромагнитик. Но на самом деле, ребят, так неудобно. Когда же уже тепло. О! Оконная рама. Очень знакомая, ребят. Оконная рама. Так.
Направляемся, в общем, в главный зал. Секунду. Какие тут потолки? О, камин. Камин. Представляете, он когда-то обогревал этот замок. Ну, как тебе, Серега, лопата есть для чистки снега? Так, тихо. Сказали ходить тихо. Конечно, потолки тут... Потолки прикольные, но... Очень опасные. Тут, видимо, делать пытались, да? Да, наверное. То же самое, да? Представляешь, кто-то жил. Да, кто-то тут жил когда-то. Ой, я сейчас выпугался у того снежного кома, ты видишь? Мне показалось, кто-то стоит. Так. Это главный вход. Наверху вы сами понимаете, да? Опасно, блин. Так. Сено тут лежит. Так, что тут у нас? Лестник. Или что это? А, нет, это не лестник. Ну, что сказать, ребятки. Ух ты, какой тут кафель. Розовый кафель такой. Тут, наверное, было что-то типа кухни, я так думаю. Я так предполагаю. Честно, руки замерзли уже. Туда ход есть? Туда ход есть? Нет. Да, руки замерзли. На первом этаже, конечно. Тут осторожно, все, ступенька. Дай-ка электромагнитник. А, ребят, мы не включили электромагнитник. Давайте сейчас мы его включим. Так, с ним походим даже. Ну, пока все тихо, ребятки. 4. 4? 4. 0. Интересно. А как ты зафиксировал, Андрей? Значение зафиксировано. Так. Ага, все. Так, ну тут быстренько все. Так, ну пойдем на второй этаж. Вот в те времена такой кабель делали разве? Тут же был тут диспансер, да? Да. Понятно. Так, ребят, первая из легенд, которую мы хотим проверить, это то, что тут кто-то бегает, прыгает, то есть какие-то сущности. А помнишь, у Масленникова пролетело за спиной что-то? Это здесь было. Знаете, ребят... Кстати, вот на тот момент, возможно, окна были открыты, да? Даже если они были закрыты, у нас есть предположение, что это могло быть. Дима, наверное, не увидит это видео. Это, скорее всего, сова была. Мы сейчас расскажем, что за сова могла быть. Они беззвучно летают, ребят. И, возможно, это была она. Как раз-таки тут пролетела. И не пакет, как он подумал, а именно сова, белая сова. Да.
Так, туда пойдем. Пойдем. Вот, ребятки, мы идем вдвоем. Тихо. 0,7, Андрей. 0,9. Электромагнитник показывает значение. 0,5. Хотя здесь, ребятки, вот ванна. Это душевая. Тут была душевая, Серег. Хотя здесь лес, здесь жилого ничего нету в округе. Там есть дома, они заброшены тоже. И электромагнитик показывает вот значение 4, 7. Поэтому вот 2. как бы что-то есть. Что-то есть. Так, ребят, пойдем наверх. Опасные порожки, но мы пойдем по краешку. Пойдем? Угу. Пойдем, Серега. Тут были перила. Их уже спилили. Ну, я тебе скажу, порожки такие, довольно крепкие. Только вот здесь надо аккуратнее быть. Так, диктофоны пишут, да, у нас? Так, вот здесь тоже душевая. Туалеты. Короче. Ну что, пойдем? Так, еще тут какие-то странные звуки насвистывания написали. Мне интересно. Камера садится уже. Я Да. обалдею. О, орбик. Есть. Пойдем. Полы здесь, ребят, там дышит. Да, кстати, да. Такая комнатка. Ну, заходи. Ух ты. Интересненько. Краска обсыпалась уже вся со временем. Так, это на улице. Так, ладненько. Потише. Вот. Интересно, слышал, что-нибудь, нет? Вот они, эти порожки, кстати. Маленькая комнатка, совсем не примечательная. Кстати, то самое окно, которое открывалось. То самое окно, да? А вот и стена, кстати. Осторожно, гвозди. Масленьков здесь кто-то есть. Ничего. Надо найти место, где писать Wonderbox. А, вот здесь полы. Так, ладно, продолжаем. продолжаем. Комнатки, комнатки, комнатки.
Ну, что сказать, довольно-таки Крыша спокойно. обвалилась. Тихо. Пойдем. Хочешь, можно подняться еще выше, попробовать. И там записать вандербокс. Пойдем выше. Да. Так, ребята, забираемся наверх. Осторожно, Серег. Голову можно разбить. Так, сумка. Ух ты. Блин, порожки такие неудобные. Так. Вот. Надеюсь, тут крыша не обвалится, блин. Что это за звук? М? Что это был за звук? Так вот. Что-то я побаиваюсь тут ходить. А, господи, это доска. А? Это доска была. Нифига себе. Что это? Тут делали муку. А? Ну вот это для муки штука. Как она называется? Так, где будем записывать вандербокс? Туда еще есть ход. Можно было бы делать здесь, блин. Давай тут. Ай, так, ребят. Тут коммуникация. Тут запишем. Давай тут. А где мне сесть? Голуби. Там прям обрыв, Серег, какой-то. Тут живут голуби. Ну что, давай. Давай, расчехляйся. Давай посмотрим. 31. 30, покажи в камеру. Где-то было 31. Покажи. Обалдеть. Ну это явно где-то здесь. Я имею в виду, вот как поднимались. Я камеру поставлю сюда. Я просто боюсь туда идти дальше, блин. Давай. Категорически мы вам не рекомендуем посещать такие места, потому что здесь все очень хлипкое, может и повалиться, не дай бог. Андрюх, мне подойти?
хотим связаться с хозяином этого места, а в частности с душой Александра Сергеевича Хренова. Александр Сергеевич, вы можете нам ответить? Будь лучше тут. Какой-то грохот. Кто здесь? Ты слышал это? Да. А что это? Удар. Да. Давай продолжать. Александр Сергеевич Хренов, ответьте нам. Это голубь. Сейчас проверим. Так тихо. Александр Сергеевич Хренов, вы можете выйти с нами на связь? Да? Неужели это голуби так бьются? Господи. Они меня напрягают. Александр Сергеевич, почему вы прокляли свою усадьбу? С чем это было связано? Александр Сергеевич Хренов, мы вас призываем, ответьте нам. Тут действительно есть присутствие кого-то или чего-то. Кого? Офигеть. Нам стоит опасаться этого замка. Возможно. Кто нам отвечает? Кто нам отвечает? Людмила? По-моему, А кто ты? Людмила. Что ты тут делаешь?
Играю. Нам стоит тебя бояться. Моя голова развалилась. Блин. Людмила, ты была знакома с Александром Сергеевичем Хреновым? Скажи нам, пожалуйста, это правда, что здесь происходило? Да. И что? Нет, ты не уточняешь, что именно, правильно? Электромагнитно что показывает? 40405. Сейчас я перезагрузил его. Людмила, ответьте нам, пожалуйста, нам стоит отсюда уходить или продолжить? Ну, я думаю, что будет ответ уходить. Уходи. Что, Сергей, может быть, мы прорвемся? Да. Людмила, если вы меня сейчас слышите, спасибо вам за общение. Очень плохая связь, ребят, очень плохая. Я имею в виду, что ответы очень тихие, очень неразборчивые, очень неудобные. Блин, мне резко стало пипец как холодно, Андрей. Ой, я тоже очень холодно. Прям дует. Да. А мне почему-то стало не по себе, Сергей. Держи. Мне почему-то резко стало не по себе, ребятки. Вот сейчас я... Ты чувствуешь, холодюку настал? Да. Ребят, вы, конечно, это на камеру не передать, но именно в данный момент жутко холодно. Сергей, что? То есть? Поднеси сюда свой тепловизор. Тепловизор, сколько градусов? 2,6. А почему так холодно? Я не знаю. 2,2. Вот. 2,3. А тогда очень... И пара. Блин. Пара изо рта как такового нет. Как будто нас пронизывает какая-то. Как будто изнутри. Да, да. Очень сильно, да, меня колбасит. 0,7. Андрюх, я вот чуть не тут, вот. Ребят, в данном месте очень стало холодно, реально. Вот без обманов. Мы, в принципе, мы всегда вам говорим правду, мы говорим как есть и делимся своими впечатлениями. Так, мы Вандербокс пока прекратим, потому что что-то мне как-то паника овладела. Мы не убегаем, мы просто продолжим сейчас. Еще сегодня, ребят, 29 февраля, ночь с 29 февраля на 1 марта. Всегда прикольная дата. Мы проводили зиму и встретили весну на заброшке. Аккуратно банка, Андрюх. 0,5 показывает. Так, идем. Да, пойдем, я что-то... Как-то мне не по себе прям стало здесь. Продолжение с данного выезда будет в ближайшее время. В следующей серии мы проведем эксперимент с Kinect-камерой, запишем 5 минут тишины в подвале и кассетный диктофон. Пока вы смотрите эту серию, мы уже готовим следующую. Если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк, пишите комментарий. Ну а если ты новый зритель, подписывайся. Также не забывайте о колокольчике. Нажимайте на него и выбирайте все уведомления, чтобы не пропустить новые важные новости из серии. Подводя итоги данной серии, электромагнитный уловитель показал большие значения, а это больше 30 миллигауссов. А это значит, что присутствие чего-то есть. Есть какое-то энергетическое скопление в этом замке. Но оно не такое, чтобы все падало, и какого-то проявления обнаружено не было, разве что непонятный звук.
Но это всего лишь скрип половиц. Мы будем работать дальше, над новыми сериями, и в скором времени поставим точку в этих легендах. По поводу Вандербокса. Прозвучал отчетливый женский голос. Но ответов было настолько мало, что мы немного расстроились. Но это нормально. Бывали случаи, когда их вообще не было. Также момент с холодом. Вот тут уже становится неясно, почему после сеанса повеяло жутким холодом. Ведь в других частях усадьбы его не было, несмотря на открытые окна. А тут чердак. Как он проявился, непонятно. Перед нами стояла задача провести все самые главные эксперименты и поставить точку во всех легендах, которые приписывают замку в Заключье. В первой серии мы провели эксперимент с Вандербоксом. Сегодня мы проверим Kinect-камеру на наличие потустороннего в данной усадьбе. Запишем 5 минут тишины и кассетный диктофон. Мы не исключаем тот факт, что здесь есть присутствие чего-либо. Но и доказывать мы также ничего не будем. Мы верим в свое оборудование и какой результат оно дает. А результатом своих наблюдений мы делимся с вами. Поехали. Аккуратненько. Порожки тут кто их делал? Кто их делал, блин? Что насчет чего-то паранормального? Мы вам говорим всегда и показываем, что показывает наше оборудование. То есть, сейчас, ребят. То есть мы верим своему оборудованию. Мы, исходя из его показаний, делаем выводы. Вот были там удары, но это все-таки голуби. 100%. Kinect-камеру мы будем здесь ставить или где? Ну, вообще надо, по идее. Может быть, где-нибудь здесь ее установить? Можно. Так, друзья, мы провели эксперимент с Вандербоксом. Сейчас мы достанем наш планшет и камеру, которая фиксирует призраков. Мы попробуем сейчас здесь установить камеру, чтобы она снимала вот эту дверь. И посмотрим, что из этого получится. Будем наблюдать. Сейчас мы расчехлимся и приступим. Да. Эта камера стала одним из наиболее часто используемых устройств оборудования для охоты на призраков. Специальный датчик камеры проецирует более миллиона небольших инфракрасных лучей в широком поле зрения. Датчик распознает изменения глубины по мере и при разрыве каждого из лучей, что позволяет устройству построить 3D-модель своего вида. Программное обеспечение было запрограммировано на распознавание скелетных и лицевых характеристик. Таким образом, камера распознает человеческое тело или дух. Сегодня мы также решили провести эксперимент с Kinect-камерой и посмотрим, что у нас из этого получилось. Можно ничего не поймать здесь. Может, в коридор выйти? Как будем поступать? Пускай тут стоит вещи. Камера пусть стоит. Ребят, там камера снимает, пусть стоит. А мы пройдемся чуть-чуть. С Kinect'ом по заброшке непосредственно. Я пока ничего не вижу, пока ничего не происходит. Людмила, вы сейчас здесь? Людмила, вы сейчас тут?
Если вы можете, проявитесь. Я сейчас поставлю камеру, а сам стану там и попробую поговорить. Людмила, вы сейчас здесь? Я определяюсь? Да. Людмила, вы сейчас рядом с нами? Или если здесь есть присутствие духа? Есть ли с нами кто-то рядом? Проявись на нашей камере. Мы вызываем дух этого места. Твой скелет опустился и танцует. С нами есть кто-нибудь рядом? Ответьте нам своим присутствием. Ничего, да? Больше всего, знаешь, что напрягает? Холод. Да, очень холодно. А, кинект не работает. Не работает. Работал. Вот ты шел, он записывал. Он, наверное, глючит на морозе, Андрюх. Да, ребята, вся техника на морозе глючит, к сожалению. Че, ребята, мы тут постояли, подумали. Постояли, подумали. Особо так ничего не происходит. Правда, кинект-камера наша почему-то, как всегда, замерзла. К сожалению, блин. Да, Это из-за мороза, ребят. Тут мы уже ничего не сделаем. Что там электромагнитик показывает? 0,2, 0,5, 0,6. Слышал, Что могло упасть? не знаю. Близко туда веет холодом, пипец. Куда я гляну? Блин, Серег, ну мы тут ходили. Может это... Может кирпич какой-то валился или доска упала. Не знаю, мы по ним ходили, может просто сдвинулась в сторону. Никак... Есть... Тут есть кто-нибудь? Тишина, да. В общем, тишина, ребятки. Наверное, просто что-то упало. Но мы, конечно, не исключаем, что это может быть что-то паранормальное. 0,5. Вот, электромагнитник что показывает. Но и то, что это могло просто что-то упасть, мы тоже не исключаем этот факт. Правильно? Да, усадьба классная. Мне показалось, какая-то дымка пролетела. Что? Какая-то дымка вот так пролетела. Мне показалось.
Так, что было? Вниз? Пойдем в подвал. Да, надо в подвал. Запишем там 5 минут тишины, да? Угу. Ребят, ну, к сожалению, в этот раз Kinect-камера ничего не показала. Так, а ну я первый смущусь, мало ли. Я думаю, что не нужно расстраиваться, потому что результаты не всегда должны быть правильно. Мы же с вами разумные люди, правильно? Вот. Да, ребят, не на каждой заброшке может что-то жесткое происходить, поверьте. Поэтому Kinect-камера ничего не показала. А то нам все пишут, вот, там, ну, кто-то пишет всякую фигню, не верит. Ну вот, сейчас Kinect-камера ничего не показала. Вообще ничего. Так. Был момент, но там, мне кажется, это просто стечение обстоятельств. Не более. Вот, ведем мы себя тихо. Тут очень тихо, очень спокойно, очень красиво. На камере. Ну вы, ребят, присматривайтесь в камеру. Мало ли, вдруг вы что-то увидите. Пишите в комментариях, ставьте лайк за то, что мы сюда приехали. Ну что, пойдем в подвал, Сереж, спустимся? Да, пойдем. Так, ну, дороги я не знаю до подвала, Серега. Выход где? Выход, вот там. Вот там мы заходили. Тут? Вот там. Фу. Вы знаете, не поверите. Сейчас прям вот трупный запах проскочил по носу. Вот в этой точке. Прям такой ужасный запах, вот трупный. Вот мимолетом, не знаю, но был. Он... Блин, тут холодно, на улице вообще дубак. Сейчас. 24 показал. Это вот это максимальный значение? Пока... А, нет, вот 0,5 максимально. Градусы 24. Это в кармане у меня, наверное, нагрелось. Так, выключу пока. Ребятки, подвал. Ну, кстати, тут может быть 2 серии. Ага. Одна вот Висит тут вот. одна там, а вторая здесь. А вот здесь аккуратно, Серег. Здесь лежит лист. Я в шоке. Очень аккуратно, потому что он реально здесь лежит. Ух ты, какие тут подвалы интересненькие. Ту-ту-ту-ту. Есть кто-нибудь здесь? Мышка побежала. И маленькая. Тебе ничего нет отдать покушать? К сожалению, нет. Что тут у нас имеется? Какие тут интересные. Тихо. Я слышу, как хрустят эти бревна, доски эти, то есть. Они прям хрустят. Красивый замок, очень красивый.
все висит нафиг. Тут еще более-менее по потолке. Ну что, Сереж, мы сделаем тут? Тишину. Ребят, кладем диктофон вот в эту дырку. Записываем там 5 минут. Можно даже уйти отсюда. Да, и мы уйдем отсюда. Давай еще камеру тут оставим. Давай. Так, друзья, включаю диктофон. Я хочу сказать так. Если здесь есть Людмила или Александр Сергеевич Хренов. пожалуйста, скажите нам что-нибудь. Все, ребят, мы ушли. Ребятки, все, мы записали 5 минут тишины, Сережа, подключи. Друзья, мы сейчас попробуем записать именно 5 минут. Мы не будем записывать тишину на кассету. Мы сейчас запишем диктофон кассетный. Попробуем задать вопросы. И посмотрим, будут ли ответы. Итак, если здесь есть дух или присутствие чего-либо, вы можете оставить нам послание на кассетный диктофон. Это оттуда голос? Да? Да, а это... Ну-ка. А моего голоса нет. Женский голос что-то сказал. А мой голос где? Там женский голос. Еще раз, ребят. Офигеть. Так я поближе послушаю. Ну-ка послушай.
Блин, там отчетливо женский голос. Может, ты не будешь стирать эту запись? Ребятки, друзья, мы обязательно разберем эту запись. По-моему, там первое слово говорит «помогите» и что-то еще. Ребят, Офигеть. очень интересная запись. Вот сейчас мне стало не по себе. Итак, друзья, что бы нам хотелось вам добавить? Мы очень рады, что вы с нами, что вы нас ждете. Мы, наверное, будем отправляться в путь домой. Это был очень долгий и большой путь сюда. Больше 1000 километров. Спасибо всем, кто посмотрел эти видео, ребят. Мы безмерно благодарны вам. Естественно, будем еще сильнее благодарны, если вы поддержите наш ролик лайком, комментарием, поделитесь этим видео, покажете людям, что тут на самом деле происходит. Всю правду. Здесь что-нибудь происходит? 0,3 было. Что здесь действительно на самом деле происходит, ребят? Мы проверяем легенды, исследуем, проводим свои опыты с помощью оборудования мировых охотников за привидениями. Да, бывает, что происходит что-то. Что-то происходило в Павлищем бару, даче Зайца и Кессона. Да даже в Голубое озеро. В Голубом озере особенно. Да даже в этом все равно. Мы ездили в прошлый раз в Жемчужину. Даже там что-то происходит. А вот тут спокойно, но как показали сегодняшние опыты, Вандербокс, мы на Вандербоксе слышали женский голос, который сказал имя Людмила. И сейчас здесь на диктофоне мы слышим женский голос. А мой почему-то, может, почему мой голос не записался? Я не знаю, Андрей. Мы слышим отчетливо женский голос. Kinect камера ничего не показала. Это нормально, ребят. Не расстраивайтесь. Я думаю, что не может быть такого, чтобы она там вечно что-то фиксировала, правильно? Что еще добавить? 5 минут тишины мы разберем. Вы их услышите. Мы вам показали всю правду этого места. Делайте выводы сами. Во что верить? Да. Спасибо, что вы с нами. Этот замок оставил большие впечатления. Вряд ли мы сюда еще когда-либо вернемся. Но даже как-то и покидать это место не хочется. Настолько оно красивое. Жаль, что, конечно, архитектура умирает так беспощадно. Да, поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. У нас есть еще второй канал, братья Твинс. Переходите туда, инстаграмы. Мы вас везде ждем. Ссылочки все будут в описании. Мы, в общем, с Андрюхой разделились. Я взял пенку. Андрюха пошел один на съемки. Тут рядом домики еще есть снимать. Один. А я вернулся в усадьбу. Я хочу провести эксперимент и проверить. И проверить легенду. Проверить легенду, что здесь одному находиться нельзя,
и люди испытывают дикий страх. То есть, потому что место проклятое. Все, время экспериментов, ребятки. Я помчал. Пока Сережка пошел один сюда на заброшку, это такой эксперимент, проверка на прочность. Я пошел, короче, в заброшенную деревню. Да, это безумие, да. Вы сейчас скажете, зачем вы это делаете, зачем так. Но поверьте, это нужно. Очень холодно. Мы долго снимали. И замерзли уже. Так, мне надо... Испугала фигня это. Так, ребят. Пока я не особо замерз. Вернее, нет. Я уже замерз. Но я это сделаю ради вас. Сережка где-то там. Вот, я увидел его свет сейчас в окне. Это был Сережка. Так, он там, Андрей, уходит. Серег. Серега снимает. Все, мы разминулись, да, Сереж? Да. Вот и тебе. Это Андрюха уходит. Давай. Давай. Это Сережка. Надеюсь, все будет хорошо у него. Я ушел, короче, в заброшенную деревню. Надеюсь, что здесь я никого не встречу. У меня есть с собой средства самообороны. Чародей. 1 шумовой бам, 1 перцовый. Если какая-то жесть, она мне поможет. И баллончик. Вот. Прикольный домик. Маленький такой. Ну, посмотрим, что здесь с ним. Вот, ребят, я иду один. Вот. Давайте по существу. Призраков мы умеем вызывать. Мы используем рунические ставы и прочее оборудование. Ух ты, вот там есть дом. Там все обвалилось, ребят. Я туда не пойду. Я пойду дальше. Я пойду вглубь леса. Камера уже садится. Ой, камера, говорит, свет. Так, ребят, я лягу спать. Мы ради вас готовы на все, ребят. Ставьте лайк за этот видос. Так. Вот я пойду туда. Тихо. Вот он, домик.
Я начертил круг, зажгу свечи и попробую уснуть. Если здесь есть кто-нибудь, ответьте мне. Сколько тут кровати? Печь. Красная лампочка. Не в каждом доме, ребят. И вообще не может такого быть, чтобы что-то... Современная лампа. Чтобы что-то билось, разбивалось и падало. Ну, поверьте, по опыту. Если здесь есть дух, дай знак. Чердак. Ну, так, мусор всякий. О, прикольная комнатка. Хороший домик, хороший. Интересный. Ладненько, ребят, я отсюда ухожу. Я не знаю, есть ли здесь еще какие-то дома рядом. Я вот увидел пока эти. Ну, отсюда я уйду. Так, особо я тут ничего не заметил. Закроем. Так. Там веранда. Обойдем домик вокруг. Как вы думаете? Выглядит, конечно, зловеще, не правда ли? Отлично. Все, спокойной ночи. Если что, чародей на взводе. Главное в кармане не нажимать, а то будет выстрел. Коммуникация. Ух ты, какая глубокая яма там, ребят. Ну вот, собственно, домик. Красота. Тут очень красиво, тут прикольно. Ладненько, я отсюда уматываю. Тут еще есть забор. Но туда мы не полезем. Там закрыто все. Я что-то услышал.
один. Что-то услышал. Как удар или что-то показалось, наверное. Так, где я шел? Тут. Интересно. Интересно, конечно, ребята. Такой ролик без экспериментов. Чисто показать, что это такое. Я сейчас... Тут такие порушки. Ух ты. Посмотрите, какие деревья. Тут просто красота невероятная, ребят. Ух ты. 2 раза чуть не упал. Так. Что, пройдемся дальше. Что у нас еще имеется? Там вот еще что-то. Пойдемте посмотрим. Так, туда мы не полезем, еще раз говорю. Как будто какой-то шорох позади меня. Ну тут, я смотрю, люди лазят. Следы есть. Ух ты. Все разбито. И все. Домик вообще какой-то, ну, летний домик, наверное, летний, дачный. Вы сами видите, ребят, очень спокойное место, но настоятельно не рекомендую одному так лазить. Почему? Потому что все-таки опасно. Дикие животные могут быть. Я же вообще в лесу нахожусь сейчас. Постоянно кажется, как будто сзади меня что-то шумит. Удар какой-нибудь или что-нибудь такое. Вот он. Первый наш домик. Там, кстати, что-то есть. Что это? Интересно. Че, может, туда сбегаем? Давайте проверим. Если что, чародей со мной. Ух ты. Так, интересно. Обоина болтается. Дом очень покосившийся, ребят. Че, я не рискну, конечно, туда идти. Но если хотите, можно аккуратно попробовать. Глянуть, что там. Тихо. Аккуратно. Аккуратно. Дом полностью сгнил. И опасно даже разговаривать тут. Обалдеть. Обалдеть. Ладно, ребятки. Мне жизнь дороже. Поэтому я отсюда ухожу. Честно. Не за то, что мне страшно. Мне интересно. Но из-за того, что... Оля, я тебя люблю. 19-й год. Признание в любви, да? Кто тут будет лазить? Боря. Очень-очень ветхий дом. Там вот
сторона, там все обрушилось просто. Здесь еще нет, но норовит. И любое движение, ребят, любое движение может спровоцировать обрушение. Поэтому мы туда не пойдем. Так. Я, конечно, очень рад, ребят, что вы смотрите, если до этого момента посмотрели. Потому что мы реально, вы не представляете, какой путь был проделан ради этого. И мы должны здесь все отснять. Вот. Пожалуйста, я один не побоялся, прошелся. На меня ничего не выпадало, не падало. Кто-то, вот, видите следы, кто-то тут ходит все-таки. А может, это старые следы? То есть, или недавние? Ух ты, да. Фу, вонища какая-то стоит. Фигня тут все. Так что, ребятки, ставьте лайк, пишите комментарий, как вам вообще этот выезд, эти серии заключи. Вот. Мы вам всегда рады, ребята. Красота. Там где-то Сережка. Я надеюсь, что все хорошо у него. Я очень надеюсь на это. Пойдемте пройдемся по-другому. Надеюсь, у моего брата там все хорошо, блин. Что это? Ух ты! Обалдеть, тут обвалились полы. Это, кстати, еще одна часть этого замка, где мы не были. Так что, если вы досмотрели до этого момента, молодцы. Посмотрите, какой кирпич, или что это, камень. Гляньте, он такой выпирает. Прям прикол. Блин, теперь вопрос, куда я телефон свой дел? Это... Ух ты! Провалился нафиг. Ребят, будьте аккуратнее, если ходите по заварушкам. Блин, меня вот это выпугало, это фигня, это елка. А вот там, ребят, вот там, вам не видно, но там озеро большое или речка, очень красиво выглядит. И этот замок на берегу озера. И тут такой просто живописный, офигительный лес. И Александр Сергеевич Хренов или Хренов, ну Хренов, скажем так, он просто гений, молодец в том плане, что построил прямо вот склон, смотрите, тут просто обрыв, ребят, и вот там уже речка, и там лес за ней, ну или озеро.
И тут просто все красивые, огромные большие елки. Тоже вам не видно, наверное, но они очень большие. Вот. Сейчас мы посмотрим, что тут аккуратненько. А вот из этой решетки я смотрел, когда мы снимали. Ну все тут. Замок Заключье официально проверен. Никакой особой жесткой мистики тут не происходит. Приборы показали какие-то результаты. Вы их уже увидели. Больше нечего сказать. Такой жесткой паранормальной активности, которую тут приписывают этому замку, ее нет. Вот и все. Ребята, вот здесь, походу, смотрите. Типа не парадная, блин, как сказать. Вот смотрите, тут вот плита. Здесь, наверное, была какая-то беседка или что типа того. И владелец данного замка попивал чаек и смотрел на озеро. Это очень красиво. Это очень красиво, ребята. Какие елки. Вот. Вы сейчас видите озеро, смотрите. Между елкой. Вот где белое, это снег, это озеро. Короче, Сережка еще там. Не знаю, пока он ничего не сообщал. Короче, жду его здесь. Не буду отвлекать, так сказать. Все. Спасибо всем, ребятки. Хоть бы не заболеть. Ой, ребят, я вздернул. Все, свет сел, ребят. Смотрите. Рассвет. Рассвет. Супер. Я это сделал. Если что, вот это место, где я спал. Свечки оставил. Канал Табу, искатели паранормального. Все, веду. Друзья, вы видите рассвет. Вот он. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Я очень для вас старался. Правда, я замерз. Я рисковал всем, чем можно было. Мне страшно было. А если ты новый зритель, подпишись, пожалуйста, канал Табу, искатели паранормального. Все ссылочки будут в описании. Спасибо за просмотр. Всем пока.